Ролик создан при поддержке моего телеграм-канала, ссылку на него ты найдешь в описании. Когда Канама Суда получает приглашение в приложении «Игра Дарвина» от своего друга Хамады, ему сразу же хочется попробовать игру. Хотя его одноклассник Йода строго предупреждает его не открывать приложение, но он принимает приглашение и запускает игру. Внезапно из его экрана выпрыгивает змея и кусает его за шею. Канама просыпается в больничной палате своей школы в замешательстве. Он считает змею галлюцинацией и хочет вернуться домой, чтобы оправиться от шока. Кьёда снова предупреждает его не открывать приложение, но Канама не может сдержать свое любопытство по пути домой. Он снова открывает игру и принимает боевой вызов от банды Куна, агрессивного человека в костюме панды, который внезапно появляется рядом с ним в метро. Банда Кун нападает на озадаченного Канамы, но ему удается отбиться от него, и он убегает через город. Панда постоянно преследует Канамы, и даже полицейский не может остановить жестокую панду. Он уже видел свое надгробие со смертью панды, когда появляется Кьёда и спасает Канамы. Однако при этом панда Кун сильно ранит его. Несмотря на травму Кьёды, ему и Канаме удается сбежать и спрятаться на автостоянке. Теперь Канаме наконец понимает, что это не обычная мобильная игра. Это реальная игра, из которой нет возможности сбежать. А ставки — жизнь или смерть. Кьёда объясняет ему, почему банда Кун такой сильный противник. Он может сделать себя невидимым с помощью своего сигила, которую каждый игрок получает через укус змеи, и затем может овладеть ею самым естественным образом. Канаме и Кьёда вскоре понимают, что нет смысла прятаться от банды Куна, поскольку их противник может отслеживать местоположение Канамы через приложение. Они заключают, что Канама должен оставить раненого Кьёду, чтобы отвлечь от него панду. Он отбивается от атак банды Куна в ближнем бою, но в конце концов кажется, что у него нет шансов против него. Однако бой внезапно заканчивается, когда невидимый противник Канамы внезапно попадает под машину, и битва заканчивается в пользу Канамы. Безжизненное тело банды Куна телепортируется по частям, оставляя на земле только пиксельные очертания. Канаме знакомы эти пиксельные очертания, ведь в последнее время они появляются по всему городу, и люди принимают их за современный стрит-арт. Но теперь Канаме осознает правду. Это останки тех, кто проиграл игру Дарвина. После боя Канаме спешит обратно к своему другу Кьёде, но все, что он находит, это просто еще один пиксельный контур. Высокопоставленный игрок Сюка Карина узнает о победе Канаме над бандой Куном и поражена победой новичка над сильным противником. Она хочет встретиться с Канаме и приглашает его на заброшенный склад. Но Сюка не уверена, может ли она доверять Канаме, и просит его раскрыть свой сигил. Однако Канаме не может дать ей ответа, что вызывает подозрение у Сюки, и она вызывает его на бой. Канаме отражает атаку Сюки, временно ослепив ее мигающим светом. Но даже слепые атаки Сюки невероятно сильны, и Канаме узнает ее сигил. Она может управлять большими цепями и змеиными движениями, пронзая своих врагов острыми кончиками. Пока Канаме пытается вырваться из цепей, он слышит голос внутри себя, который наконец приводит его к открытию его сигила. Он может призывать любое оружие, к которому прикасался раньше. Пистолет, ранее доставленный к нему домой, теперь внезапно появляется в его руке, и теперь он может пристрелить Сюку. Сюка не видит другого выхода, кроме как признать свое поражение. Канаме вздыхает с облегчением и теряет сознание. На следующее утро Канаме просыпается в постели Сюки. Она просит его создать с ней клан, так как объединение сил является популярной тактикой многих игроков в игре Дарвина, чтобы вместе сражаться, защищать друг друга и вместе набирать очки. Канаме соглашается, но узнает, что сначала ему нужно подняться выше боевого класса B2. Вскоре после этого у Канаме появляется идеальная возможность повысить уровень. Он получает таинственное приглашение в игре. Некоторым избранным игрокам разрешается участвовать в охоте за сокровищами в Сибуя. Канаме и Сюка считают целесообразным исследовать Сибуя до начала мероприятия. Во время их тура Сюка объясняет Канаме важную информацию об игре Дарвина, или D-Game, как они ее называют публично, чтобы сохранить ее существование в секрете. Более того, когда Канаме проверяет баланс своего счета в банкомате, он в шоке, ведь для него это сюрприз. Набранные им очки — это не просто счет в игре, а переводы прямо на его банковский счет в виде реальных денег. В торговом центре Сибуя мобильный телефон Канаме внезапно выхватывает Инукай, который таким образом может заманить его в тупик и вызвать на бой. Инукай смог отследить Канаме с помощью информации, которую он купил у игрока Рейна Кашиваги, известного как Аналитик. Рейн зарабатывает на жизнь игрой, собирая и продавая интересные данные и информацию. Поскольку слухи о том, что новичок Канаме победил банду Куна и непобедимую королеву Сюку, уже распространились, он представлял интересную цель для Инукая, но нападение Инукая на Канаме оказывается лишь короткой битвой, прежде чем Сюка бросается ему на помощь, заставляя Инукая
решая сдаться. Неожиданно начинается поиск сокровищ, и игроки переносятся в разные локации. Канаме оказывается в номере отеля и получает информацию об охоте за сокровищами. Цель 300 участникам — найти каждый не менее 3 золотых колец в течение 24 часов. Однако есть одна загвоздка — всего 300 колец. С помощью пространственной камеры своего телефона Канаме тут же находит под кроватью свое первое кольцо. Но он не может удержать его долго, так как возле его номера на него нападает игрок с автоматом. Он передает свое кольцо противнику, который сохраняет жизнь Канаме, и уходит на лифте. Канаме очень хочет покинуть отель и найти Сюку, но это оказывается невозможным, так как все лестницы покрыты густыми зарослями. Канаме видит в лифте единственный способ выйти из здания, но Рейна, аналитик, появляется в последний момент и не дает ему войти в него. Когда двери лифта открываются, Канаме видит причину предупреждения Рейны. Его предыдущий нападавший с автоматом неподвижно лежит на земле, в тисках массивного растения. Рейна сразу узнает работу могущественного игрока Флорист, который засадил весь отель растениями. Пока Канаме и Рейна ищут выход из отеля, им в голову приходит ужасная мысль. Почему тело нападавшего в лифте все еще было там, а не превратилось в пиксельный контур? Как только эти двое осознают значение этого обстоятельства, они получают ответ на свой вопрос. На них нападает толпа игроков, похожих на зомби. Похоже, эти игроки не были убиты растениями, а скорее отравлены, и теперь они находятся под контролем Флориста. Рейна анализирует сложную ситуацию, в которой оказалась она и Канаме. С помощью своей печати, называемой Лапласом, она способна анализировать всю информацию о Вселенной, ясно видя прошлое и будущее перед своими глазами. Она заключает, что Флорист должно быть находится в комнате наблюдения, наблюдая за ними через камеры наблюдения, когда он выпускает на них своих зомби-солдат. Поэтому Канаме и Рейна уничтожают камеры наблюдения и прячутся в номере отеля, чтобы составить план. Чтобы избежать растений внутри здания, Канаме спускается по фасаду башни и встречает на первом этаже Флориста, который готов сразиться с Канаме и превращается в могущественное растительное существо. Но Флорист кажется слишком сильным. Битва между ними наконец заканчивается в часовне отеля. Канаме устал, но его внутренний голос снова говорит с ним и неожиданно оказывается в мастерской. Это видение заставляет его понять, что ему нужно больше проникающей силы против Флориста, и он манипулирует давлением ствола своего пистолета, чтобы нанести более сильный удар. Это оказывается чрезвычайно эффективным, и Флорист признает поражение. Когда Рейна добирается до часовни, она объясняет, что надвигается большая опасность. 8-й клан и их кровожадный лидер Ванг собирается штурмовать отель, чтобы собрать находящихся там 24 кольца. Из-за этого предсказания они решают сформировать временный клан с Флористом, которого зовут Хираги Ичиро, чтобы вместе сразиться с 8-м кланом. Теперь, когда контроль над разумом Флориста снят, бывший противник Канаме с автоматом также приходит в себя. Человек по имени Рюди Маэсака тоже соглашается присоединиться к клану. Теперь 4 членов клана принялось заблокировать отель, чтобы быть как можно более подготовленным к атаке 8-го. Тем временем Рейна ломает голову над значением различных драгоценных камней на кольцах. Внутри колец она замечает QR-коды, обозначающие дополнительные комбинации чисел. Она понимает, что это должно быть ключ к победе в игре. А недостающей частью головоломки должно быть кольцо с бриллиантом, которое еще никто не нашел. Тем временем Сюка все еще ищет Канаме. Она носится по городу, убивая всех, кто встанет у нее на пути. Но она попадает в засаду, из которой не может выбраться. Когда она проходит через станцию метро, на нее внезапно нападает маленькая девочка, которая способна отражать ее цепные атаки ледяными стенами. И в конце концов помещение заполняется водой. Незадолго до этого, как утонуть, Сюка зовет на помощь. Канаме и Рюди немедленно отправились спасать Сюку. На станции метро они встречают Суэ, которая притворяется невинной и напуганной маленькой девочкой. Канаме немедленно ныряет в воду за Сюкой, которая лежит без сознания на земле. Он поднимает ее на поверхность и оживляет с помощью реанимации изо рта в рот. Когда Сюка приходит в сознание, она в восторге от своего первого поцелуя, которым она поделилась с Канаме. Тем временем Рюди занят Суэ. С помощью своей печати он узнает, что Сюэ лжет и хочет узнать правду о том, что произошло на станции. Однако Сюэ убегает от Рюди, и у нее появляется раздвоение личности. В случае опасности дух ее покойного брата-близнеца Сота берет контроль над ее телом, который, в отличие от Суэ, готов применить жесткое насилие. Они ведут Рюди в круглосуточный магазин и ловят его льдом. Сота хочет убить Рюди, но Суэ его останавливает. Сюка благодарит Суэ за ее первый поцелуй с Канаме, и они вербуют Суэ в свой клан. Вскоре после этого 8-й клан штурмует отель. Ванг даже позвал других членов клана, которые не участвуют в поиске сокровищ. Клан пробивается через заводские баррикады, пробираясь все дальше и дальше в отель грубой силой. Могущественные игроки Кацура и Сик сражаются с Хираги, но Флорист держится в бою. Но внезапно появляется Кейчи и смертельно ранит Флориста. Из последних сил Хираги поддерживает биение своего сердца с помощью растений печатей. И мощное растение, пронизающее все здание, в конце концов заставляет его трястись и рушиться. Тем временем Рейна разгадала загадку о числовых кодах в кольцах. Взяв в
в руки кольцо с бриллиантом, она разделила камни по твердости и узнает координаты, ведущие к железнодорожной станции Сибуя. Она отправляется туда искать клад, но быстро понимает, что она не первая. Ванг, похоже, тоже взломал код, и 8-й клан уже на станции. Ванг использует свою печать, чтобы телепортироваться, так как Лаплас Рейна не может этого предвидеть, и ему удается схватить Рейну. Жестко схватив ее за руку, он пытается вытянуть из нее информацию о сокровище. Она пытается тянуть время, рассказывая длинную историю. И, конечно же, ее клан наконец появляется и освобождает Рейну из когтей Ванга. Рюди, Сюка и Суи храбро сражаются с 8-м кланом, а Канама отводит раненую Рейну в безопасное место, где ей поручает вычислить окончательный код, чтобы закончить игру. После путешествия вглубь себя Рейна знает решение. Код представляет собой дату публикации книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Когда Канама возвращается, чтобы помочь своим друзьям сразиться с 8-м кланом, Ванг уже отрезал Рюди руку и теперь собирается убить его. Но Канама удается остановить его с помощью уловки. Он утверждает, что разгадал загадку и нашел ключ к сокровищу. Обман срабатывает, и Канама передает Вану ключ от своего мопеда в обмен на жизнь Рюди. Но Канама взломал настоящий код и быстро ввел комбинацию цифр в шкафчиках станции. На этом охота за сокровищами внезапно заканчивается, и игроки перемещаются. Канама теперь один на станции, открывает коробку из шкафчика и находит внутри мобильный телефон. Звонит телефон, и мастер игры поздравляет Канама с победой. Он объясняет ему, что в дополнение к множеству очков, которые он выиграл, теперь он также имеет право на особый приз. А именно, Канама может выбрать внутриигровую привилегию. Некоторое время спустя друзья находятся в боксерском клубе Данди. Там Каэда исцелила Рюди, а тренеры тренируют Канама. Мастер Дандзё выражает желание объединить силы с кланом Канама, назвавшим себя Воронами Заката. Но сначала Дандзё нужно, чтобы Канама доказал, что достоин, и победила его в бою. Это тяжелая битва между Дандзё и Канаме, с Инукаем в качестве рефери, и Рейной и Рюди на трибунах. Но в конце концов Дандзё считает Канама достаточно достойным и принимает его в Закатных Воронах в качестве партнеров по альянсу. Внезапно появляется таинственная женщина в маске и похищает Канаме. Женщиной оказывается Лю Сейлань, первый игрок D-Game, происходящий из длинного поколения убийц. Она осознала потенциал Канаме и теперь считает его идеальным партнером для совместного рождения детей и передачи их навыков следующему поколению. Сюка возмущена похищением Канаме. Она преследует машину Сюэл вместе с Рейной, Рюди и Суи. Они атакуют Сюэлань с крыши своей машины. Начинается эпическая битва на крышах автомобилей, но атаки Сюки кажутся тщетными. Пока не вмешивается Канаме, он бросает ей бутылку, Сюка использует свои цепи, чтобы направить их шины автомобиля Сюэлань, а Суи замораживает содержимое, тем самым блокируя колеса. Сюэлань признает поражение и выражает желание присоединиться к клану Вороны Заката. Несмотря на многочисленные протесты со стороны членов клана, Канама соглашается. Тем временем 8-й клан уже замышляет новую месть. Они держат в плену одноклассника Канаме, Шинозуку, и пытают его, чтобы заманить Канаме на старый склад. Канама в ярости и немедленно приступает к освобождению своего друга при поддержке Закатных Воронов и Инукай. Прежде чем клан прибудет на склад, там уже находится большой полицейский контингент. Но 8-й клан без особых усилий перебил всю оперативную группу. Когда прибывают Закатные Вороны, они немедленно начинают сражаться с 8-м кланом. Суи и Рейн объединяют силы против нападавших, а Инукай сражается с мастером боевых искусств Кейчи. Однако, когда Канама узнает, что Шинозука убит, что-то в нем меняется. Теперь вместе с Хамадой, Кьёдой и Шинозукой в этой игре были убиты 3 его одноклассников. Нарушая свой собственный высший принцип никому не причинять вреда, он решает, что нет другого выхода, кроме как истребить 8-й клан. Канама агрессивно пробивается вперед, стреляя во всех, кто встает у него на пути. Тем временем Сюка в одиночку берется за Ванга. Она опутала весь склад тонкими проводами, которыми она может управлять с помощью микровибраций с помощью своей печати. Мало двигаясь, ей удается отражать атаки Вана, при этом отрезая ему конечности. Наконец она ловит Вана в проволочной сети и сбрасывает его с неба. Ванг использует свою печать как раз вовремя, чтобы избежать смертельного удара. Но Канама и Рюди уже стоят перед ним, направляя оружие. Теперь Канама рассказывает Вангу о своей предоставленной привилегии. Он хай-роллер, который пошел ва-банк в битве против 8-го клана. Теперь это означает, что все очки 8-го клана переводятся на счет Закатных Воронов, и противники таким образом проигрывают игру. Остальные члены 8-го клана теперь мертвы, включая Ванга, которому Канама выстрелил в голову в качестве последнего прощания. Битва с 8-м кланом окончена, но Канама клянется отомстить мастерам игры. Он хочет покончить с этой игрой раз и навсегда, и его клан соглашается поддержать его в этом начинании. Вместе кровожадные Вороны Заката захватывают район Сибуя и объявляют его зоной свободной от D-Game.
С другой стороны, гейммастер в восторге от развития таких событий. Теперь игра наконец может выйти на новый уровень. Канама, постой, я поставлю лайк! Поздно.